Опа, зеленый шеф на связи, новый выпуск. Погнали! Расскажу, покажу, что у нас новенького на ферме, как мы торгуем супермаркетами, обзор новой установки. В общем, много всего интересного. Вы лучше, микрозелень вперед! Это заказ на магазин. Грубо говоря, они заказали что? 6 растущих позиций и 4 срезанных. Кинза, инша кинза. Это для россиян другая, значит. Улюблено, тут понятно, о чем речь. Дуже смачные, тоже ясно. Вот. Срез идет в таких боксиках. Видите, с такой штучкой снизу. Гидрофиброй, чтобы напитывала влагу лишнюю. Так, супермаркеты грузим. У нас на ферме молодые помощники. Люба, ты поехала? Сейчас мы тебе накладную дадим, адрес магазина. Доставку сделаешь, да, Люб? Да. Да? Давай. Давай, ой. Уже с 2 лет. Уже с 2 лет у нас курьеры работать начинают. Ты сама снимаешь, Люба. Ты что, решила супермаркет отгрузить? Папа, это киски. Да, тут Кися контролирует количество заказов, а Люба их выполняет. Ты хочешь Кисе отдать боксик? Это тебе. Это тебе. Кися, кушай горох. Если Кися на ферме микрозелени живет, должна кушать горошек. Это не надо? Я скудою. Другую хочет, да, дай другую. На это. Кися, кушай. Шел на ферму, тут идет посев горошка. Вот так это происходит, тем, кто не видел. Мы сделали ноу-хау, вода, которая лишняя, стекает в ведро, чтобы не увлажнять ферму. О, брызги, нормально. Чистенькие семена горошка, густо не сеем, это довольно-таки усатый горошек. Лучшие сорта, если хотите выращивать горох и не знать проблем, заказывайте в магазине «Зеленый шеф» РФ или «Зеленый шеф Укр». Супер. На протреня. Валентина, вы выставляете, да? Супер. Горошек балдеет. Я объявляю о новом вебинаре от Зеленого шефа, который пройдет в этот четверг, 26 ноября, в 8 часов вечера по Киеву или в 9 часов вечера по МСК. Приходите, будет называться вебинар «Микрозелень. Шаг в будущее. Союз фермеров СНГ». Там вам крутое предложение, от которого невозможно будет отказаться. Суть предложения будет такова, что мы объединим все свои силы в одну большую ферму, и нам будет пофиг на крупные корпорации, типа там каких-то огромных ферм, которые все боятся, что сейчас они придут на рынок, всех задавят. Нет, когда мы объединим 100 ферм вместе, у нас будет самая огромная ферма, понимаете? Ребята, приходите на вебинар, поговорим про продажи, поговорим про будущее ферм, отвечаю на кучу ваших вопросов, будет опять много энергии, мотиваций. Жду всех на вебинаре 26 ноября в 8 часов по Киеву или в 9 по Москве. Ссылки будут в моих соцсетях, следите. Вы лучшие, микрозелень вперед. Все как было у нас. Растет зеленушка, растет щавелечек. Вот. И под слабеньким светом, вот 3 лампы, ребята, нормально растет щавель. Мне даже больше нравится, что он немножко вытягивается. Когда мощный свет, он его прибивает. То есть при мощном свете вот такого не будет щавеля, где листики так вот вверх повыстреливали. Повара любят его резать. Нам легче его срезать, если мы продаем не боксом, часто продаем срезом. Раз срезали, он еще вырос, раз срезали, еще вырос, срезали, вырос, поняли схему. Мощный свет хорошо, щавель чуть-чуть быстрее растет, но минуса мощного света, во-первых, вы платите в 3 раза больше за свет, если у вас объемы. Допустим, я сейчас плачу в месяц порядка 600-700 баксов за свет. Если бы у меня было тут мощнее свет 2 раза, я платил бы не 600, а 1200 баксов. Ну, логику понимаете. Щавель Кровавая Мэри, зачетная культура. Продаем по 2 бакса. 1 боксик, а если срез, то по 3. То есть это вот уже резанный много раз. Вон, видите, чопики? Обрезки торчат. То есть это уже раз 5-й, наверное, резанный. По щавелю поняли. Кинза красотка. Не успевает расти супермаркеты. Сейчас мы вышли еще, похвастаюсь, вышли еще на 2 сети супермаркетов, ребята. Так жахнуло нормально. Смотрите, вот что дает сильный прижим. Вот с прижима выскочил подсолнух. Уже половина касок, как говорят профессионалы, скинул. Ну, вон, кстати, ребята, кто не видел, горошек альбинос. Нормальный прикол. Горошек альбинос, смотрите какой. Новый вид микрозелени, ребята, желтый горох.
Прикольно смотрится. Шеф-повара любят таким украшать самые центровые блюда. Не знаю, полезны ли есть альбиносов или нет, но съем. Думаю, любая микрозелень полезна. Новый стеллаж Гидробосс 5.1. Вот он, красавец, ребята, полейте. Какой он обалденный. Видите, какой новый уровень. То есть никаких проводов, никаких соплей. Вот мы заказчику сделали сейчас этот стеллажик, мы тестируем. Каждый стеллаж мы тестируем перед отправкой. Вот этот сейчас тестируется, автополив, свет, то есть все круто. Включается каждая полочка. Все провода вот здесь внутри, в железной стойке. Мой мастер делает на верочку все. Металл шлифует, кислотой обрабатывает, 2 раза грунтует, 2 раза прокрашивает. Это просто вечный стеллаж. Смотрится стильно. Можем, кстати, красить в любой цвет. Другой, зеленый, красный, белый. Это металл мы сами красим. Вот. И из-за того, что он такой плотный, можно хоть до 10 этажей вверх накидывать. Новая конструкция. Посередине он разбирается. Вот тут вот, если видно вам шов, вот он. То есть при транспортировке намного легче. Он, получается, складывается в 2 половинки и укладывается все на нижнюю стойку, на эту. Видите, особенность еще наших стеллажей, конструкции, что вот ножки, вы сюда колесики вкручиваете, или просите нас, мы хотим с колесиками, мы вам вкручиваем колесики, и он у вас катается, этот стеллажик, по ресторану, по квартире, по комнате, где вы хотите, по магазину овощному. Этот стеллаж, кстати, покупает овощной магазин из Харькова, ребята. Будет у них стоять в овощном магазине микрозелень, будут ее сами выращивать, продавать, прямо в магазине выращивать, прямо в магазине продавать. Плюс сюда можно поставить базилик, там другие какие-то культуру в горшочках выставить. Идея неплохая. Видите, как все четенько. Подача вот тут тоже разбирается американка. Ну, то есть напополам полностью разбирается стеллаж для лучшей транспортировки. Вот визуалка вот это вот так вот. Мы можем брендировать, покрасить в черный оракалом, там зеленый шеф, у нас есть брендирование, но клиентка попросила, что белые листы, тут она свои логотипы своего магазина там укажет, в общем, рекламки свои. И вот так он становится, тут вот защита, то есть где-то его поставили в магазинчике, так вот солидольно он смотрится вообще просто. Фитосвет, все понятно, все аккуратно, вышлифаны все углы. То есть работа действительно достойна уважения, ребята, четко вот. Все, микрозелень радуется. Балдеет. Горошек, он как тут кайфует. Такая красота. Щавелечек тоже тут балдеет. И пошло по стеллажу. Свет. Супер. Супер-бупер. Еще к нему делаем вентиляцию тем, кто хочет. Но особо на такие размеры по факту вентиляция не нужна, ребят. Там кто-то вентиляторами оборудует. Выращиваю на них, на этих стеллажах. Пробуем. Ну, не нужна вентиляция. Тут сильно маленькая площадь, там где уже 1-2 метра, там надо продувать. Не вопрос. Но здесь продувать особо не надо. Все равно какое-то движение есть, где бы он у вас ни стоял. В магазине, в помещении есть там внутренняя вентиляция, движение воздуха есть. И он проходит нормально. Плюс я к ним даю полную технологию выращивания. Как что, консультируем, отвечаем, ребята. Вы получаете помимо установки еще информацию от практиков, которые торгуют с ресторанами, с магазинами уже 8-й год, понимают, как выращивается микрозелень от А до Я. Ничего лишнего мы сюда не навешиваем. Все нужное, все рабочее. Реально, я думаю, эта установка еще достанется вашим внукам, и они будут на ней выращивать микрозелень для своих внуков. Такой расклад. Погнали дальше. Вентиляторы обдув. Опять горох, лук, руккола, амарант, вон там дальше. А это аэропоника, поняли. То есть вот, ребята, реагены красавцы, уважаю их вообще. Привет реагенам. Вот. Подогнали они мне эти коробочки. С них я стартанул с аэропоник. Вот эта вся тема реагеновская. Красавцы. Девчата мои ставят на стеллаж аэропоники, как для нитровпрыска, чтобы зелень росла быстрее. Вот оно все. Кондиционеры сейчас стоят в режиме осушения. У нас тут море, ребята. Вон влажность какая, смотрите. Туманы, короче. И кондиционер в режиме осушения. Один и второй. Прям струей вода течет. Так вот, а это будет, ребята, как я сказал, промышленная аэропоника. То есть наши же системы, лампы, все как обычно. Но промышленная тема, видите, здоровый стеллаж. Вот так вот будут секции стоять. Один упор сюда будет, один сюда. Посередине одна труба с форсунками. И как раз будет 2 стороны добивать. Расстояние тут 10 сантиметров для корней, то что надо. Тут мы
сделали как бы такое простое решение. Вырезали ямки и вставили как кассета вот пенополистирол. Не знаю, может что-то придумаем потом покруче. Это пробная версия. Я уверен, что мы этот момент по-другому сделаем. Как сделать тут? Может, у вас есть какие-то предложения? Много мастеров смотрит канал. Скажите, подскажите, как сделать, чтобы не вот этот секс был. Тут я сделал комнату отдельно проращивания, ребята. В принципе, она не нужна, когда у вас, допустим, небольшие фермы до 50 метров, и вы ее нормально отапливаете. Вот. Тут я просто экономлю на отоплении. У меня тут ночью температура падает до 15 градусов. Чисто отопление сейчас на лампах. Лампы, ребята, нормально греют на самом-то деле. Если у вас рекуперация стоит, как у меня энергия рекуператор, и лампы, то тут у меня сейчас подогревателя нету, на улице 4 градуса температура. Тепло, а тут 17-18. Это за счет ламп все и рекуперации. Остальные теплолюбивые занесли сюда. Так, зашли. Видите, тут стоит обычный подогреватель. Культур, которые любят тепло, стоят здесь и прорастают. Вон тут щавель прорастает. Амарант прорастает. Вот он, красавчик, под пакетиками. Камушки сделали, видите? Для прижима, кто не видел, я где-то в своих видосах показывал, кто следит за Инстаграм. Вот старые камни, но это Фемка на улице ложит ее. Так, что тут у нас? Ага, капуста. Пусть стоит. Тут такие вот отсеки интересные. Возьмите на вооружение, кто не знает. Подсолнух под таким прижимусом стоит. Видите, вот правильно стоит подсолнух под прижимом. 2 камня. Идеально, вот, как я заметил, для растений прорастать от 20 до 25. Чтобы вообще прям перли. Быстро, надо сделать 22-25. Чем ближе к 25, тем быстрее растут. Ну и там появляются моменты, что плесень может выстрелить. И некоторые культуры 25 не любят. Горошек, подсолнух, поняли, он перегорит при этой температуре. Остальным нормально. Люцерна тут прорастает. Видите, вот это вчерашняя, это позавчерашняя уже проросла. Сейчас девочки ее будут сеять на противня. Видите, как корешки пустила. Вот зожники в таком состоянии ее любят есть. Когда вот корешки погнали, нежная сладкая бомба. Помните наш офис, зайду, начну монтировать видео для нас. Всем повторю, что жду всех на вебинаре 26 числа, в 8 по Киеву или в 9 по Москве. Пока бухгалтерия подсчитывает прибыль от микрозелени, мы с вами завершаем выпуск. Вы лучшая, микрозелень вперед, пока-пока.